Итак, всем привет! Наступила у нас зима, дело пошло к морозам, поэтому сегодня интересный и, на мой взгляд, очень полезный ролик про моторные масла. Решил я залить в 7АФЕ движок, масло Роснефть Magnum, Колтек, гарантированный холодный пуск 5В30, синтетическое моторное масло. Масло дешевое. На Роснефти я уже с недельку поездил. В общем, мы видим на щупу, что масло потемнело, значит, моющие присадки присутствуют. Шлам отмывает, все хорошо. До этого я постоянно круглый год лил Shell Helix HX8 5W40. Вот так вот после Shell выглядела головка под крышкой клапанов, когда я снимал ее последний раз. В принципе, масло было неплохое. Но сейчас говорят, что у Shell появилось очень много подделок. Ну и поэтому я решил перейти на более дешевое наше русское масло. Пару раз я брал шелловское масло на разлив и, возможно, что стал жертвой подделки. Возможно, что залезли поршневые маслосъемные кольца и мотор начал подъедать масло. Ну и кормить дорогим шеллом считаю не совсем правильным. В маркировке 5В30 цифра 5 означает вязкость при низких температурах. Буква В, что можно использовать масло зимой. Ну а цифра 30 обозначает вязкость при высоких температурах. Короче, масло всесезонное можно использовать и зимой, и летом. Конкретно 5В30 можно использовать до минус 35 градусов по Цельсию. И сегодня, друзья, мы с вами проведем пару колхозных лабораторных исследований с этими двумя маслами. Посмотрим, насколько они отличаются друг от друга. Так, стартер издает какие-то подозрительные посторонние звуки. Похоже, друзья, что будет скоро ролик про то, как починить стартер на автомобиле Toyota. Друзья, если кто ездил на Роснефти, обязательно пишите в комментариях свои отзывы. Стоит ли его лить, либо нет. Ну а мы отправляемся с вами в нашу колхозанскую мини-лабораторию. Итак, друзья, добро пожаловать в лабораторию нашу. Все у меня тут уже готово, подписано. Изначально хотел сравнивать два масла Роснефть, Magnum Coltec и Shell Helix HX8 5W40. Но товарищ подогнал мне еще остатки HX7, тоже льет круглый год, полусинтетику. Ну и, в общем, до кучи сравнимые ее. В общем, будет у нас 3 образца. На шелловских канистрах есть защита от подделок на крышках. Чуть попозже мы обязательно проверим подлинность продукта. Наши ребята из Роснефти заморачиваться с защитой от подделки не стали, потому что уверены, что подделывать их не будут. Масло и так дешманское, и подделывать его никому не придет в голову. Итак, нальем образцы в тару для химпроцесса и продолжим.
Итак, друзья, мы видим, что Роснефть у нас лидирует. Все отлично. Shell 5В40. Есть вон шламы отложения. Но чуть поменьше, чем в 10В40. Ну, в общем, Роснефть не только не уступает Shell, но и даже превосходит намного. Судя по нашему эксперименту. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from... Как я и обещал, сейчас проверим продукт на подлинность. Для этого нужно оторвать этикетку, и под ней должен быть какой-то код. Код нужно ввести на сайте, адрес сайта есть на крышке. В общем, вводим и проверяем. 4539, да? Все. Сейчас правильно, да? Это подлинный продукт. Все. Проверка кода завершена. Все нормально, короче. Продукция Shell. Оригинальная, все хорошо. Так, сейчас проверим полусинтетику. Также на сайте вводим код. В общем, полусинтетика тоже оригинальная, все хорошо. В общем, мы не стали жертвой подделки. В общем, все отлично. Ну, а наши ребята, как я уже говорил, не стали заморачиваться. Нету никаких тут ни кодов, ни штрихов. У наших нет проверки на оригинал. Итак, друзья, а мы тем временем переходим к следующему этапу, к другому эксперименту. В морозильной камере мы продержали масло сутки. Ниже минус 20 морозильная камера не морозит. Но я думаю, этого будет достаточно для нашего эксперимента. В общем, чтобы были одинаковые условия, будем доставать по одному образцу и проверять вязкость с помощью вот такой гаечки с ниткой. С помощью секундомера будем засекать время, за сколько секунд гаечка достигнет дна. Первый у нас примет участие в испытаниях Shell 10В40. Первый раз гайка достигла дна за 2,02 секунды. Кидаем второй раз. Во второй раз 2 секунды 29 сотых. Следующий испытуемый у нас будет Shell 5В40. Итак, поехали. Первый раз гайка достигла дна 2,15. Бросаем второй раз. Ну а во второй раз гайка достигла дна за 2,13 секунды. Итак, переходим к последнему испытуемому Роснефти 5В30. Короче, поехали. Итак, первый раз мы видим 1 секунда 29 сотых. Кидаем второй раз. Ну а во второй раз мы видим, что 2 секунды 10 сотых. Итак, друзья, по двум нашим колхозным исследованиям лабораторным видно, что Роснефть не то что не уступает, а даже кое-где превосходит Shell. Поэтому выводы делайте сами, друзья. Я думаю, когда настанут морозы,
минус 30, минус 35. Заморожу еще раз образцы и попробую также секундомером уже при более низкой температуре, потому что тут не очень понятно по вязкости. Ну а пока на этом все у меня, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии. Всем удачи, пока.